Всем привет! Меня зовут Елена. В одном из прошлых видео я говорила, что за время своего творчества я перепробовала много разных тканей, много способов ее обработки и выбрала для себя наиболее оптимальное сочетание. Моя любимая ткань называется Ранфорс, турецкий поплин, и для обработки я использую поливиниловый спирт. Многие подписчики интересовались, как я обрабатываю ткань, и сегодня я об этом расскажу. Для приготовления рабочего раствора понадобится пол-литра воды и поливиниловый спирт марки 16×1. Поливиниловый спирт выглядит как белый кристаллический порошок. На пол-литра воды нужно 30 грамм порошка. Засыпаю порошок в воду и размешиваю ложкой. Порошок не растворяется, но начинает потихоньку набухать. Оставляю ПВС в воде примерно на полчаса. Каждые 5 минут помешиваю, чтобы кристаллы не слиплись. Раствор готовится на водяной бане. В кастрюлю наливаю холодную воду и ставлю на плиту. Настоявшийся раствор ПВС выглядит вот так. В воду ставлю банку с ПВС и зажигаю огонь. Пока вода в кастрюле нагревается, я помешиваю раствор каждые 2-3 минуты. ПВС ничем не пахнет и никакого дискомфорта не вызывает. По мере нагревания гранулы разбухают и становятся липкими и прозрачными. Когда вода в кастрюле почти закипела, размешиваю раствор без перерыва.
Раствор становится более прозрачным. Как только раствор становится полностью прозрачным, выключаю огонь. Оставляю раствор в горячей воде и готовлю все необходимое для следующего этапа. Здесь видно, как выглядит ПВС до варки и после. Этап процеживания раствора очень важен. Я для этого использую марлю в 4 слоя. В зависимости от качества ПВС и от различий в его приготовлении, после фильтрации может остаться разное количество осадка разной консистенции. Раствор готов. Я его не остужаю и сразу обрабатываю ткань. Подготовленный отрез ткани тщательно пропитываю раствором. Проверяю, чтобы не осталось сухих участков. Затем отжимаю. Хорошо расправляю. И вешаю сушиться.
Если я обрабатываю ткани разных цветов, то начинаю обрабатывать со светлых тканей и постепенно перехожу к темным. Когда раствор подходит к концу, ткань пропитывать все сложнее. Вот здесь хорошо видно, что, развернув ткань, можно обнаружить сухие участки. Продолжаю сминать ткань, пока она полностью не пропитается. Темные ткани могут линять и окрашивать раствор. Моего объема раствора хватает для обработки минимум 2 квадратных метров ткани. Граммов ПВС хватит для обработки 7-8 квадратных метров ткани. Ткань, обработанную ПВС, лучше не пересушивать, так как разгладить ее потом будет очень сложно. После просушки ткань плотная, жесткая, цвет не меняет и остается матовой. Следующий этап — глажка. Перед этим увлажняю ткань из пульверизатора и глажу. Готовую ткань сворачиваю в рулон для хранения. Ткани, обработанные ПВС, легко окрашиваются.
легко обрабатывается горячим инструментом, края не махрятся. Готовые цветы не имеют блеска и хорошо переносят повышенную влажность. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!